Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я вам покажу подробно женскую стрижку пикси со схемами. А в конце вообще приготовила вам сюрприз. Так что смотрите до конца. Let's go, друзья! Стрижка пикси выполняется только на влажные волосы. Хорошо увлажняем волосы. Начинаем работать с затылочной зоны. Отделяем прядь в П-образном проборе и стрижем методом прядь за прядью с центра вправо, с центра влево. Эта линия должна быть параллельна горизонту. Стараться стричь ровную линию. Эту зону я назвала буквой А. Затем в зоне макушки отделяем прядь размером примерно 5 см на 5 см. И всю эту прядь стригу под углом 90 градусов длиной 10 сантиметров. Так захотел наш клиент, вот такую высоту макушки. Эту зону я назвала зоной Б. Это контрольная линия в зоне Б. Затем зону Б нужно соединить с височно-боковыми зонами на левой стороне, а затем на правой стороне. Линия соединения диагональная, так как здесь присутствует перепад в длине. Зона челки самая длинная в этой стрижке, и в нашем случае она равна 13 сантиметров, а зона макушки 10 сантиметров. Естественно, этот перепад и дает нам диагональную линию. Вот мы соединили височно-боковую зону и зону макушки. Далее зону макушки соединяем с височно-боковой зоной правой стороны. Аналогичным способом, методом прядь за прядью, с клиентом определяем длину виска на правой стороне. Мы также определили с клиентом длину челки. Она пальчиком показала мне, какая челка ей нужна. Обратите внимание, что диагональную линию я стригу только по верхним волосам. То есть я не стригу все волосы. Я себе здесь создаю выкройку стрижки по верхним волосам. В быстротехнике Big Step я всегда сначала задаю контрольные длины, а затем их соединяю. Вот у нашего клиента получается макушка 10 сантиметров, а височная зона на правой стороне 11 сантиметров. Мы соединили зону Б от виска до виска через макушку. Вот это контрольная линия, которая нам указывает форму самой стрижки. Мы сейчас делаем выкройку этой стрижки. Висок на правой стороне стрижем параллельно краевой линии роста волос. Линию эту очень хорошо видно. Еще раз хочу заметить, я стригла только верхние слои волос, чтобы вы не подстригли полностью все волосы внутрь, то есть толщину волос. Видите, какая большая разница между зоной А и Б, и моих пальцев не хватит для того, чтобы за раз их подстричь. Что я дальше делаю? У меня есть даже на моей расческе отрезок равный 4,5 сантиметра, который я называю постоянная величина, которая умещается между пальцев любого человека. Далее, чтобы стричь затылочную зону, мне необходимо сделать еще один ряд, потому что
я не смогу сразу подстричь всю эту высоту, так как у меня пальцы 4,5 сантиметра, а здесь высота больше 10 сантиметров. Поэтому я создаю себе еще один ряд под углом 90 градусов, стригу все волосы, которые вижу под пальцами, и длина волос в таком случае будет 2,5 сантиметра. Я создала себе ряд С, зону С. Это контрольный ряд, тоже такой же, как и А, Б, на который я потом буду ориентироваться. Стригу все волосы внутренним срезом, который я вижу под пальцами. Идут с центра вправо, с центра влево. Стараюсь сделать этот ряд максимально ровный, параллельный линии Б. Увлажняем волосы. И теперь начинается самое интересное. А, Б, С. Мы должны соединить зону А с зоной С. Очень хорошо видны эти два ряда. Контрольные точки прекрасно видны, и мы соединяем зону А с зоной С. В парикмахерском деле это называется сводим зоны. Очень удобно стричь в такой технике. Наша основная задача теперь соединить созданные нами контрольные точки. Рука моя плотно прилегает к голове клиента. И я ориентируюсь на контрольные точки и не боюсь, что я что-то сделаю не так. Здесь ошибки быть уже не может. Я подстригла нижнюю затылочную зону. Очень быстро и легко. Следующий шаг. Соединяю зону макушки с линией С. Там образуется треугольник, который мне нужно убрать, подстричь. Тоже очень все просто. Великолепно все видно. Есть два ориентира, а это самое главное в быстротехниках. Стрижем только до горизонтального пробора затылочную зону. Уже видно, как я соединила зону Б с зоной С с левой стороны. И то же самое делаем с центра вправо. Все те же треугольники, все те же две опорные точки, которые нам подсказывают, как стричь.
мы соединяем ранее простриженные контрольные зоны. Правую сторону также стрижем до горизонтального пробора. Далее делаем контрольный ряд в проборе, пробору клиента косой. Отделяем ряд, ориентируемся на самую короткую часть челки и сводим ее с макушкой. Для нас это ориентир для стрижки теменной зоны. В этой стрижке пикси она находится в зоне пробора, а в стандартных стрижках по центру головы. А в этой стрижке теменная зона как бы съезжает в сторону коротких волос. В этом месте по пробору клиента мы отделяем прядь постоянной величины примерно 4,5 сантиметра, и по центру мы будем видеть наш контрольный ряд, который только что мы подстригли. Эту зону я назвала буквой Е. И стрижем по пробору так называемую смещенную теменную зону на уровне этого контрольного ряда. Очень удобно, очень хорошо виден этот ряд по центру. Все волосы стригутся на уровне этого контрольного ряда, а также отчесываем их на себя, чтобы создать удлинение челки. Теменная зона в асимметрии стрижется на проборе клиента, а пробор клиента в асимметрии всегда будет косой. Если теменная зона в обычных стрижках всегда по центру головы, в асимметричных стрижках теменная зона смещается в короткую сторону. Итак, у нас есть волосы с зоны Е и волосы зоны Б. Мы их должны соединить. Отчесываем прядь и видим две эти точки. Соединяем между собой. Все то же самое. Надо обязательно создать себе две точки, на которые следует ориентироваться. Про углы я вообще здесь ничего не говорю, практически не упоминаю их, потому что это даже в какой-то степени глупо, так как основной и главный ориентир – это две точки. А какой уж угол будет в той или иной зоне, зависит он исключительно только от длины волос в этих двух точках. Длины нам, напоминаю, задает сам клиент. Мы определяем с ним длину в нижней затылочной зоне, затем зона макушки, виски и зона челки. Затем мы их соединяем. Это делается в абсолютно всех стрижках. Кроме, конечно, стрижки одной длины, где будет всего 3 точки. И вот мы сейчас благополучно соединим височно-боковую зону с затылочной зоной в горизонтальном проборе. Здесь эти длины должны совпасть. С правой стороны самая сложная часть этой стрижки.
Отделяем пряди радиальным пробором или диагональным пробором. И стрижем на уровне линии среза, которую мы подстригли в проборе клиента в зоне Е. Мы уже простригли эту линию, и нам линия среза уже видна хорошо. Смотрите внимательно. Вот она, линия среза, и мы всю теменную зону простригаем, продолжая эту линию среза. Направление видно очень хорошо. И продолжаем эту линию среза. Вот она, линия среза, и мы стрижем все волосы теменной зоны на уровне этой линии среза. Затем делим на две части эту прядь волос. Оставляем себе 2 сантиметра. Это будет для нас ориентир в шляпной зоне, в зоне Е с левой стороны. Шляпную зону я назвала буквой Е. Это последняя зона, которую мы стрижем в этой стрижке. Забираем крайние пряди из зоны Б и Д. Между ними стрижем вершину треугольника. Работаем в шляпной зоне. Она находится между теменной зоной и височно-боковой зоной. И здесь очень важно направлять волосы в сторону горизонтального пробора или в сторону макушки, для того, чтобы получить удлинение волос в зоне челки. Далее делю эту прядь волос на две части. 2 сантиметра примерно оставляю как ориентир из этой зоны и стригу височно-боковую зону. У меня здесь есть 2 точки, которые я сейчас увижу. Крайние волосы зоны Б и Е. И между ними я стригу волосы, ориентируясь на эти 2 точки. Все стрижки стричь гораздо проще, если есть ориентир из 2 точек, которые надо соединить. В быстротехнике Big Step все стрижки стригутся по этому принципу. В таких стрижках никогда не ошибешься. Если у тебя будут уже подстрижены контрольные точки, которые надо соединить. Именно височно-боковая зона стрижется методом прядь за прядью, не направляя волосы на затылочную зону, как мы это делали в теменной зоне. Можно сказать, что стрижка готова. Осталось доработать ее методом пойнтинг, так как у клиента жесткие стекловидные волосы, еще и вьются в некоторых зонах. Такие волосы филировать ни в коем случае нельзя. И пойнтинг делается только выборочно. На длине пойнтинг вообще не нужно делать. Еще один момент. Изначально мы с клиентом определили длину ее челки, на которую мы ориентировались, но посидев с такой челкой полчаса,
Она поняла, что она слишком для нее длинная, неудобная. И в конце мы доработали челку, подстригли волосы короче. Такое очень часто бывает. Есть стрижка пикси с очень длинной челкой, которая висит прямо на глазах. Я такой тип стрижек называю для фотосессии или неносибельная. А вот эта стрижка пикси, она действительно носибельная. Ее легко укладывать и с ней комфортно. Волосы на глазах не висят, клиенту не мешают. Помимо красоты, всегда нужно заботиться еще о комфорте. А сейчас смотрите неносибельные стрижки. Очень длинная челка, которая без укладки будет свисать над глазами. Естественно, ее надо либо закалывать, либо убирать за ухо. Такие стрижки я называю неносибельные. Они идут в основном для фотосессий. Как правило, такие стрижки дорабатываются для того, чтобы можно было спокойно с ними жить в повседневной жизни, не заботиться о постоянной укладке этой челки. А далее я приготовила вам сюрприз. Схема стрижки пикси в технике Big Step. А сейчас мой обещанный сюрприз – это подробная схема стрижки пикси. По технике Big Step это быстротехники стрижек. Я уже это вам объясняла, рассказывала. Все зоны, которые я вам показала в этой стрижке, изображены схематично. Зона А, Б, С, Д и Е. Теперь обратите внимание на вот эти буквы и на вот эти буквы. Если посмотреть сюда, А, Б, С, Д, Е – это классическая последовательность в стрижке. То есть мы должны стричь по этой последовательности. Сначала зону А, затем зону Б, затем зону С, Д и Е. Но в этой стрижке последовательность нарушается, потому что это асимметрия. Мы сначала подстригли зону А, затем Б, С подстригли, Е подстригли, а только после нее подстригли зону Д. Потом от зоны Д спустились в зону Б. Вот в чем особенность этой стрижки. Нарушение последовательности. Я надеюсь, что понятно объясняю. Если есть какие-то вопросы, конечно, пишите мне в комментариях, задавайте вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. А так, вот она схема, пожалуйста, можете пользоваться. Так легче всего, конечно, запомнить. А на этой картинке я показываю оттяжку прядей, в каком направлении нужно оттягивать пряди в этих зонах. Я надеюсь, что это упростит вам задачу в понимании, как стричь эту стрижку. Опять же, зоны А, Б, С, Д и Е. И в каких зонах, куда надо оттягивать пряди волос. Если посмотреть в профиль, то мы увидим, что на затылочной зоне все пряди практически под 90 градусов до зоны Б. Зона Б сводится с зоной С примерно под углом 45 градусов. Но я прошу вас не обращать внимания на углы. Я специально здесь их не обозначила цифрами, потому что оттяжка зависит от соседней зоны, с которой надо ее сводить. И совершенно не стоит заморачиваться углами. Все зависит от 5 длин, которые нужно будет между собой свести. В теменной зоне здесь идет перенаправление к короткой, а в зоне Е оттяжка будет разная на правой и на левой стороне, потому что эта стрижка асимметричная. На левой стороне волосы длиннее, чем на правой. И оттяжка прядей будет отличаться, вот как я примерно вам изобразила. В общем, это все моя разработка. Я надеюсь, что она вам упростит понимание, как стричь эту стрижку. И, кстати говоря, эта стрижка пикси, она сведенная, то есть все практически зоны соединены. А есть стрижка пикси не сведенная. В этой стрижке зоны не соединены. На этом все.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.